Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз. Цыганский старинный пасьянс. События ближайших дней. Давайте узнаем, что произойдет со дня на день. Что нам расскажут карты для вашего знака зодиака? И я специально к нашему видео не обозначила сроки. У кого-то за пару дней проигрывается, судя по вашим комментариям. У кого-то дела, увы, быстро не решаются, растягиваются на дольший период жизни. А у кого-то вообще ничего не совпадает. Поэтому будем реалистами. Но рассмотреть альтернативный вариант, я всегда думаю, стоит. А вы попробуйте переложить ту тему, которая вас сейчас волнует, беспокоит, на метафору карт или тех вот значений даже в картах пасьянса. И я думаю, какие-то подсказки, по крайней мере, будут хотя бы в тенденциях, к чему все идет. Может быть и так. Просчитать сможете. Возможно, то, что сейчас, допустим, нет к этому предпосылок. Ну, а тут будете готовы к чему-то, может быть, и так. А предупрежден, значит, уже вооружен. Итак, давайте будем узнавать, что же там произойдет со дня на день для знака зодиака Дева. Старинный цыганский пасьянс. Никогда не знаешь, что тут совпадет в этих картах. Дорога куда-то. Может быть, и к вам дорога, кстати. Причем такая дорога с победой. Может быть, придется отправиться. Может быть, и победа, да? То есть это уже приложение каких-то усилий, может быть, и навыков, согласования, какие-то важные контакты, контракты, у кого что. То есть это все равно наша активность. Или правильный наш какой-то, может быть, и расчет, или всегда действие, да, до любой победы предшествует именно наша, ну, активность в данном вопросе или поиски решения проблемы. Ну, вот в конечном итоге будет победа. Может быть, это вы как раз за этой победой куда-то отправитесь, и у вас получится что-то согласовать. Ладно, ну, с дорогой именно, может быть, или с перемещением связано. Возможно, это и человек какой-то к вам приезжает, как вестник, да, об этой победе. Ну, давайте посмотрим, что у вас еще выпадет. Вот смотрите, может быть, это по какой-то ситуации, которая вас тревожит. Вот у вас выпадает колокол. Колокол – это внезапность. Вот как колокол, да, звонит, и это мы можем слышать информацию, которая, она не направлена в отношении нас, вот так напрямую. Но это может касаться работы или вашего бизнеса, может быть, как известие от родственников. То есть вот что-то такое, вроде бы и это с вами не связано, повторюсь, но каким-то образом с вами может взаимодействовать или потребует от вас какого-то переосмысления. Может быть, это как новая точка отсчета. Вот такое тоже. Будьте к этому готовы, потому что по колоколу все-таки есть элемент неожиданности. Может быть, это и сложный вопрос, который вы решали, и вы даже могли подумать, что ну все, вот какая-то тема, увы, она, ну, нет развития или не может быть решена. А тем не менее, у нас в начале в самом победа. Более того, еще и смотрите, для вас, может быть, это даже у вас выпадает колокол и спокойное течение жизни, свеча. Вы можете получить известия, которые словно делят вашу жизнь на период до и после. И вот после – спокойное течение жизни. Может быть, та тема или вопрос, опять же, задача какая-то, которая вас очень беспокоила. Вот с этого момента она в каком-то более проясненном формате. Или если вам казалось, что реальность как, ну, преломляется, и я не знаю, как, а такое может быть поначалу, по колоколу, мы не знаем даже, как реагировать. Мы в ступоре, мы не понимаем вообще, что происходит, вот такое может быть. И пусть это даже, опять же, не напрямую нас касается, но шаг за шагом или день за днем у вас что-то тут успокаивается, стабилизируется. Вы понимаете, зачем все это было нужно. Ну, правда, это может быть новая точка отсчета или новый жизненный этап. Может быть, средство массовой информации, может быть, конкретный какой-то человек. Но вот вы чем-то будете довольны. Не просто спокойное течение жизни, а смотрите, выпадает кот. Это флирт или хорошее настроение. Это, в принципе, какое-то позитивное,
этап или энергии жизненные, более такие радостные, понимаете, когда вы вот-вот и будете на обгон выруливать. Здесь, может быть, и вы столкнулись с какой-то ситуацией жизненной, но и она поначалу даже ставит в тупик, но для чего-то это по замыслу Творца нужно. Значит, для вас, как, знаете, дорога какая-то расчищается. Вот такое я могу предположить. Но поначалу мы этого, во-первых, и не видим, или у нас много таких сложных эмоций, о которых я уже сказала. Но в конечном-то итоге карты подтверждают. Посмотрите, у вас выпадает голубь. Ну, можно расценивать как голубь мира. Может быть, это вы, мои дорогие девы. Но какая-то миссия такая очень важная вам предстоит. И этот вопрос напрямую, опять же, не касается, но каким-то образом вас как крылом тогда зацепило, мы говорим, или как-то к вам относится, или вы в чем-то сами, может быть, будете проявлять участие. Переложите на себя, но для вас как больше радости, позитивных моментов, так и буквально благополучия, мои дорогие. Но переживания, они вот, наверное, быстро никуда не уйдут. Вот будьте внимательны, к своим мыслям, к самому себе. Вот этот череп, который выпал, его вообще в материальном мире никуда не приложишь. Это внутреннее состояние. Это даже не тревога, это даже не внутреннее беспокойство, а это именно переживание, это эмоции, понимаете? Ну, вот такие эмоции, потому что нам довелось уже пережить, потому что нам случилось там, да, они, видимо, быстро не проходят. Вот мы как говорим, да, ситуация завершилась, а осадочек остался. Вот какое-то такое послевкусие, хотя при этом, при всем, тут более добрая энергия. Поэтому не застряньте. Помните, что мысль материальна. То, что мы думаем вчера, происходит сегодня. А то, что мы думаем сегодня, это будет где-то происходить завтра. Ну, понятно, это все условно. Но когда мы в пространство отправляем более позитивные мысли, согласитесь, мы и сами себе как-то помогаем, потому что мы учимся, может быть, в некоторых ситуациях просто держаться. Да, вот иногда так тоже бывает нужно. Именно держаться. А вы очень такие люди настойчивые, деятельные, надежные. И, может быть, и уже сил-то, по сути дела, в каком-то вопросе у вас тоже как силы на исходе. Какая-то ситуация замучила. Ну, у кого-то так может быть, да. Вы явно тут чем-то занимались. Или есть какая-то тема, по которой получается вот эта самая победа. Но, видимо, она ж не дается просто так. Но вы себя сможете похвалить за то, что вы выдержали какой-то жизненный экзамен. Вот это я вам точно говорю. И как вознаграждение спокойное течение жизни, больше благополучия и хорошее настроение. Оно все-таки идет на смену каким-то переживаниям. И пока я с вами говорила в нашем раскладе, в нашем цыганском пасьянсе мы можем складывать в крайних рядах выпавшие карты по горизонтали и по вертикали, как бы что совпало. И я пока беседовала с вами, я не нашла совпадений и еще, поэтому мы... А нет, плохо смотрела. Посмотрите, мои дорогие. А ведь правда не видно. Сейчас сделаем так, чтобы было видно. Мало что у вас победа. Смотрите, тут какой-то интересный триплет у вас получается. Мало что у вас победа выпала. Раз. И при этой победе как бы и дорога, да? А тут вот что. То есть дорога к победе и полному исполнению желаний. Колчан со стрелами. Полное исполнение желаний, так прописано в пасьянсе. Ну, конечно, полное. Ну, будем реалистами. Я не берусь судить, насколько что полное. Но то, что у вас действительно что-то получается, то, ну, просто вау. Поэтому вы, наверное, держались какой-то период времени, предыдущий, может быть, и было кому-то очень сложно. Но все было не зря. Вы, мои дорогие, молодцы. Какую-то миссию вы должны свою выполнить. Ну, правда. Ладно, давайте рассмотрим на картах второй. Первая карта. Ваше настроение. Общий фон энергии, который вас окружает, в котором вы находитесь. Давайте узнаем ваше настроение, мои дорогие девы. Ну, и вы можете находиться среди таких магов и волшебников, великих манипуляторов. Поэтому
Будь аккуратен, дева, или будь аккуратна, дева. Потому что все-таки люди будут пытаться манипулировать. Может быть, вам это и не нравится, может, вам вообще это неприятно. А мы тут не выбираем какое-то окружение. Может быть, это вы будете общаться с людьми, которые находятся совершенно на другой лестнице иерархии. И вы вообще, в принципе, до этого не контактировали с подобными персонами. Вы даже не знаете, каким образом выстроить этот диалог. Поэтому дважды. Мы умеем хранить молчание по этой карте. Здесь именно анализ идет, рационализм, холодная голова. И, мои дорогие девы, с 23 августа по 22 сентября Солнце в Деве, клетическое мышление. Но для вас, ну, собственно, как и для всех знаков зодиака стихии Земли и где-то еще и воды, вот если кто-то смотрит, может быть, и по асценденту, если совпадает, да, вот в этих же стихиях, не впасть в какой-то перфекционизм, не думать, что я какую-то прежнюю ситуацию сейчас возьму и начну как бы заново реанимировать, да, или буду делать вот так дотошно, вот с этим самым перфекционизмом. И тогда у меня получится какой-то волшебный результат. Не пытайтесь переделать прошлое. Не страдайте, вот опять же, какой-то, знаете, чрезмерной детализацией. Для вас очень будет важно уметь переключаться с одного на другое. По сути дела, это и быть магом и волшебником. Но если ваше настроение, вы знаете, это настроение без эмоций. Вообще никаких эмоций. Вот есть правда жизни, и есть что я хочу достичь. Вот это как цель какая-то. А все остальное– это взаимодействие. Это контакты, поскольку все решают люди. Это правильные фразы. Это, может быть, правильные и решения. Вот поэтому вы на ближайшие дни маги и волшебники. Но помните, и люди могут всей правды не говорить. Или какие-то еще вопросы все равно в таком, ну, знаете, 50 на 50 могут оставаться в нерешенном состоянии. Поэтому от вашего правильного взаимодействия, как и с людьми, так и, может быть, то, что вы говорите, или кому вы что обещаете, вот, или вообще, что вы транслируете. Одним словом, будьте магами. У вас другого выбора нет. Ладно, давайте узнаем, так а что прояснится? Нам снова говорят, как жизнь с чистого листа. Но это в конечном итоге к радости, к благополучию. Вообще, по нулевому аркану, безусловно, хорошее настроение. Вот настроение, видимо, пока вот завершится либо какой-то или решится какой-то вопрос, или прояснится какая-то ситуация, вы постепенно, шаг за шагом, ну, обретаете вот эту уверенность в себе. И вот что интересно, у вас сначала первый аркан, а потом нулевой. Может быть, вы и столкнетесь, это что прояснится. Буквально аркан дурака, чужая какая-то глупость, которую вы расхлебываете в дне сегодняшнем. Потому что первый аркан, а потом нулевой. То есть, ну, где-то, да, так вот перевернутое, как бы обратного отсчета. Поэтому может быть вот как раз и ситуация, но вы ее как будто обнулить можете, понимаете? Она вас реально не касается. Но может быть это даже связано с другими людьми, когда там с ними что-то, ну, вот у них в жизни решается. А для вас-то это будет означать новые перспективы. Здесь, знаете, два старших аркана, посмотрите. Вы, мои дорогие девы, находитесь во власти событий, которые происходят извне, во власти обстоятельств. Здесь вы не совсем управляете, не можете что-то изменить, но вы можете изменить свое отношение к этому. Потому что вы маги и волшебники. Давайте я еще спрошу. Конкретнее, может быть, нам скажут, что прояснится. Ну, тут какой-то вопрос по части финансов, но все-таки принцесса. Всегда принцесса вот в этой колоде, это знаете, как пажи. Пажи– это у нас вестники. Какая-то новость, это точно. Новости какие-то будут или информация будет. Но это прилежная ученица. Вот так и называется эта карта. Поэтому что прояснится? Правда, тут прояснится какая-то тема или вопрос, но от вас потребуют, может быть, дополнительных знаний. Ну, может быть, знаний, как работает закон. Или как мне, допустим, я хочу получить какую-то должность, что мне для этого необходимо. Может быть, курсы какие-то, продолжить обучение или
добавить, да, себе каких-то знаний или каких-то навыков, скиллов, и тогда более востребован на рынке труда. То есть тут есть явно что-то на такого делового характера, то, что вам нужно изучить. Тут и само-то по себе что-то проясняется, независимо от ваших желаний. Но для вас как будто и тоже время не терять даром, потому что ты для себя как новое будущее отстраиваешь. Буквально как-то так. Ладно, давайте посмотрим по основным сферам жизни, что нам подскажут карты. И первая у нас будет карта «Любовь и личная жизнь». Карта любящего человека. Ну, для кого-то это близкий, у кого-то супруг или супруга, мы по полу карту не рассматриваем. Это в целом какая-то поддержка, взаимопонимание. То есть, мои дорогие девы, в вашем окружении, так в целом скажем, может быть, это и дружба, да, только пока, и нет там, ну, пока еще конкретных каких-то продолжение отношений, хотя у кого-то, может быть, вы заговорите, а может быть, если вы долгое время в паре или дружба эта самая длилась, а не проживать ли нам вместе, ну, или не оформить ли эти отношения. Но вообще, вы знаете, рядом аркан мага. Маг тут не совсем про чувства, нет, все-таки это холодная голова. И судя по пасьянсу, ну, не бегите впереди паровоза. Я обрисую в целом. Кому нужно помириться, пожалуйста. Кому нужно какие-то важные беседы провести, может быть, сложные даже, да, разговоры, в которых вы как третейский судья будете выступать, или, может быть, откровенные какие-то разговоры. И я могу предположить, что и вы кому-то можете помогать, мои дорогие девы, кому-то из близких. Вполне такое вероятно. Но взаимодействие определенно есть. Ну, а у тех, у кого все хорошо, эта карта как раз и говорит, да вообще все спокойно. Просто мы все разные, поэтому оттолкнитесь от того, что происходит в вашей жизни прямо сейчас. Сфера ваших достижений. Но вот все-таки есть какая-то тема, которая касается лично вас. Семерка жезлов. По семерке жезлов на нас воздействие оказывается со стороны, я уже об этом говорила, обстоятельства. А мы как будто обороняемся. Спасай свое добро. Конкретно двое изображены в карте, которые и спасают свое добро. Да, с мешками плотину какую-то выстраивают от наводнения. Поэтому вы можете сталкиваться, знаете, с разношерстной информацией, с разным поведением людей. Кто-то говорит одно, другой будет говорить что-то противоположное. Будьте к этому готовы. Все-таки глупость у нас выпадает. Причем, скорее всего, не ваша, а чья-то чужая. Да, я так могу предположить. Потому что у вас первая карта мага. Так вот, а тут проясняется какой-то, как прежний вопрос. Я допускаю, что, может быть, и вы какую-то ошибку совершили, и вам вот тут надо такую перерокировку провести, да? Но это у вас все получится, мои дорогие. Значит, может быть, даже нужно и можно себя сохранять, и, знаете, дважды, когда не будет важно не включиться в дела чужие, а именно больше оставить времени, место, пространство для самого себя и для своих дел. Потому что всегда карта говорит, первое, по семерке жезлов, имей пространство для маневра. Я часто в своих раскладах говорю, ты должен вот это пространство для себя, как знаете, ну, допустим, вам в лоб спрашивают, ты за или против, а вы не за и не против. И вот как-то надо быть магом и перевести в нейтралитет эту ситуацию, и никому не сказать ни за и не против, и не согласиться, но и не отказаться. И для этого нам нужно словно полшага назад, отступить в тень, продумать фразу. Ну, банально, да? Я подумаю. Или вот как мы будем воспринимать что-то подобное. Ну, так вот, психологически. Переложите вот этот тонкий нюанс на себя. Кто знает, может быть, иногда с этим нам приходится сталкиваться. И когда мы внутренне к этому готовы, мы очень правильно действуем. Вот вам карты какую-то подобную ситуацию, как будто будь готов. Даже если тебе какие-то дурацкие вопросы задают или какие-то беспардонные вопросы. Ну, ты, значит, будь готов не стушеваться. Ты сейчас сохраняешь себя. Вот на достижение. И это может касаться работы, денег или вот какой-то
проясняющейся ситуации. Или буквально иметь запасной аэродром, мои дорогие. И такое тоже допускаю. Но не торопитесь. Тут именно интересы чужие, не ваши, мои дорогие. Так, финансы давайте узнаем. Что же в ближайшие дни? Пятерка жезлов. Карта информационного хаоса. И опять же, воздействие со стороны. Вас к чему-то склоняют, уговаривают. Причем так. Вы знаете, по пятерке жезлов тут действительно может быть разрозненная информация, может быть она и ошибочная, она может быть как фейк. Вам специально будут тень на плетень наводить и говорить что-то такое, что и близко как бы к реальности не имеет отношения. И вам настолько нужно быть сконцентрированным, и при этом, мои дорогие, магом и волшебником, чтобы никто с вашего лица не считал ваши мысли. Я имею в виду, нельзя считывать, да, с вашего лица то, что вы думаете. Не будьте открытой книгой. Для вас это теперь почему-то очень важно. Потому что две карты, да, вот есть у вас кто-то, пусть один человек, который вот как за вас горой. Ну, наверное, в наше сложное время у этого уже достаточно. Кому вы можете сказать или снять вот это напряжение, да, домой, может быть, прийти. Есть вот как будто такая составляющая. И как вот и для вас это очень важно. Маг должен отдыхать, потому что он постоянно вынужден думать, анализировать. Но, как и люди, которые вам транслируют, может быть, небылицы или непонятно что, или вот я говорила, информационный этот хаос, или, знаете, еще тут может быть по этой карте, когда человек вас может вызывать даже на конфликт. Или наоборот, льстить вам. Почему? А он свое что-то задумал. И чтобы свое осуществить, все методы хороши. Вот такого рода воздействие, как это связано и с деньгами, и одновременно с вашими, может быть, работой, достижениями. Слушайте, интересно, давайте я достану дополнительную карту. Это что за ситуация? Но она завершается. Вот я вам говорила даже по пасьянсу. Вот все то, что я сказала по пасьянсу, вы можете переслушать еще раз. 21-й старший аркан. Правда? Мои дорогие девы, буду благодарна вашим комментариям. У кого-то что-то очень серьезное стоит. Пусть это не у всех. А, кстати, я вот вижу, смотрите, весы совпадают. А нет, весы не совпали. Это мне показалось. Хотела сказать, что у кого-то вопросы даже, ну, когда с законом какие-то, да, или с законностью. Ну, на всякий случай и баланс надо держать. Ну и, наверное, доверяй, но проверяй, чтобы все плясало как-то по закону. Так вот, карта мир в конечном итоге и помириться можно, в конечном итоге и результат вот этот волшебный получить. И когда вы, в принципе, остаетесь довольны. Вот вы знаете, по этой карте, может быть, для кого-то и путешествия, поездки, или даже дороги, или перемещение куда-то очень далеко, тоже может быть удачным. По аркану мир нет ничего невозможного. Но итог какой-то, который вас будет радовать, вы точно получите. Но, мои дорогие девы, я вас люблю, но я должна сказать, что вот этот итог или вот эта победа, да, она вам, ну, такой непростой ценой дается. Мир будет, победа будет, факт. Но вот вы в центре внимания, во-первых, вы можете быть. А во-вторых, напряжение все-таки будет. Помните, что вы маги и волшебники. А в конечном итоге, даже если вы какую-то сложную многоходовочку распутываете, и вам нужно как-то одновременно себя сохранять, в конечном итоге это будет мир, порядок, покой, больше порядка и самой какой-то новой организации. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за вашу поддержку и помощь. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал и будьте счастливы, будьте любимы всегда.